Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, какие есть признаки, которые вам укажут на то, что возле вас негативный, завистливый человек, человек, который отправляет вам негативные посылы, и, соответственно, уже в вашей жизни происходят всевозможные неприятности, беды и проблемы. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца и вообще научитесь распознавать таких людей в своей жизни и сделайте так, чтобы их было поменьше в вашей жизни, потому что кроме бед и неприятностей они ничего не принесут в вашу жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, люди делятся на две категории. Есть люди положительные, созидательные, возле которых вам и уютно, и спокойно. Даже когда-то что-то в жизни идет не так, такой человек положит руку вам на плечо, и вам даже самим будет казаться, что все проблемы вас обходят стороной, что ничего вас не пугает, что даже то, что сейчас не заладилось, скоро наладится, и все будет хорошо. Положительные люди способны дарить добро, подавать руку помощи в нужный момент. Они позаботятся не только о себе, но и об окружающих. От них идет свет, а положительные энергии их окружают постоянно. С ними очень легко найти общий язык, когда они не рядом, и, вспоминая о них, хочется даже улыбаться, так как на душе становится светло от того, что в жизни есть такой вот прекрасный человек. Было бы просто отлично, если бы нас окружали только такие люди, но, к сожалению, не всегда так все просто, и такие люди встречаются в нашей жизни в меньшинстве. В основном мы встречаем негативных людей, но порой не понимаем, что это они, и сами стараемся таким людям помочь. А они в это время подпитываются нашей энергетикой, вводя в нас в заблуждение и портят, соответственно, нашу жизнь и наполняют ее негативом. Какие же признаки, которые помогут вам определить негативных людей? Если вы заметите, что возле вас именно вот такой вот человек, старайтесь держаться от него подальше, даже если это ваш коллега по работе или близкий родственник. Итак, вы знаете, такие люди всегда пытаются навязать свое мнение. Их не интересует, что вы думаете по какому-то поводу, что является важным для вас. Им нужно только, чтобы все было, как они хотят. И они, живя скучной жизнью, не имея в ней то, что имеете вы, будут стараться рассказать вам, что нужно делать с вашей жизнью, что нужно в ней менять и что вы делаете все не так. Итак, вы купили квартиру, такой человек расскажет вам, что она маленькая, нужно было брать другую, побольше. Или другая ситуация, вы приобрели машину, о которой вы так мечтали, и вот она вам припала к душе. Так вот, такой человек расскажет вам, что это нехорошая модель, что это не подходит вам, что она неэкономная и так далее, и так далее. Или другая ситуация, вы устроились на какую-то высокооплачиваемую работу, и этому человеку будет не нравиться. Почему? Потому что он будет считать, что у вас должна быть другая работа, например, ввиду вашего образования, а не то, что вам платят больше. Часто наши родные люди стараются выдать свое такое качество за беспокойство о нашей жизни. Но на самом деле это совсем не так. Негативные люди не могут разобраться в своих проблемах, но наши успехи с удовольствием стараются перевернуть в проблемы и затем будут всячески пытаться помогать избавиться от этого. Негативные люди на каждом этапе своей жизни ощущают опасность, из-за чего не совершают многие действия. Они все откладывают на потом, на завтра и так далее. У них так получается из-за того, что они излучают негатив и, соответственно, притягивают его в большем количестве, что перекрывает к ним поступление полностью всех хороших энергий, и этот же их негатив на подсознательном уровне их самих же и пугает. Им страшно
страшно от того, что они его излучают, но одновременно они не пытаются ничего этого исправить, а продолжают идти все той же дорогой, которую выбрали для себя ранее. Они постоянно во всем ищут что-то плохое, какой-то подвох. Когда им пытаются помочь, они читают только плохие новости, думают только о плохом и забывают, что нужно уметь мечтать, что это делает жизнь наоборот краше, интересней. Они, вы знаете, стараются держать даже в голове только все негативные события, обиды, перебирают это все в памяти и за короткий промежуток времени делают их еще и злыми людьми. Негативные люди не могут находиться на одном месте, им постоянно хочется куда-то бежать. К таким действиям, к сожалению, их подталкивает их же негатив. В особенности они не могут находиться подолгу в местах, которые пропитаны положительной энергетикой. Им становится очень некомфортно. Эта категория людей нигде не чувствует себя в безопасности. Им все время кажется, что с ними что-то должно произойти, и порой так, вы знаете, и происходит, так как негатив сбивает их с пути, и они могут ввязываться в нехорошие компании, начинать принимать алкоголь, чтобы заглушить это чувство. Эти люди всегда всем недовольны, им всегда всего мало. Даже если они получают и достаточно денег, они будут вам говорить, что работают за копейки, что не могут себе ничего позволить, что на работе над ними издеваются, не уважают, не ценят. Эта категория людей привыкла на все жалеться, прибедняться, стараясь преуменьшить всячески свои возможности. Если вы присмотритесь к ним, то вы поймете, что в их жизни далеко не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Супруг или супруга получают хороший оклад, они покупают хорошие продукты питания, постоянно ходят по магазинам, но выбирают при этом такой стиль жизни, когда, глядя на них по незнанию, им всячески стараются помочь, дав деньги даже безвозмездно. А если они видят, что их тактика не работает, они в таком случае начинают подталкивать человека к тому, что им нужна помощь. А если не получают ее, они начинают сердиться, злиться, отправлять негативные даже посылы. Эти люди любят хамить, резко отвечать, подчеркивать, что их не интересует мнение окружающих людей, что их действия правильны, так как все заслужили то, что получают от них. Они могут нахамить вам на работе, могут и за столом, их не остановит и большое количество присутствующих гостей. Вы знаете, они живут своей жизнью, а другие должны подстраиваться под них. Вот такой их девиз, который они говорят и подчеркивают. Негативные люди из-за образа своей жизни становятся скрытными, потому что понимают, что им не удастся обманывать всех вокруг, и рано или поздно их обман откроется. А их вполне устраивает, как они живут, и ничего менять им совсем не хочется. Они не разговаривают о себе, а разговаривая, стараются приукрасить свою жизнь. Они могут придумывать должности, достижения своей семьи, приукрашать свои действия, стараясь этим отвести разговор от себя истинного и показать людям себя вымышленного, оболочку за которой приходится им прятаться. Но всячески пытаются влезть в доверие к вам, чтобы знать о том, что и как происходит в вашей жизни. А когда нужно знать, как на вас надавить и как повлиять на важные для вас и для себя моменты. Они очень хитры, но часто они не умны. Когда им кажется, что они всех обвели вокруг пальца, то они часто ошибаются. Они любят нагнетать, всегда преподносить все в темных красках, при этом приукрашая рассказ своими словами. Они любят, знаете, добавлять какие-то моменты, которых в реальности просто не было. Они любят рассказывать все плохое во всех подробностях, и остановить их нельзя. Им становится хорошо от того, что людям в их окружении плохо, и чем хуже будет кому-то, тем лучше будет такому человеку. Это неисправимые сплетники, которые стараются сталкивать людей вокруг себя, а сами наблюдают со стороны и получают от этого моральное удовольствие. Они любят даже пересказывать неприятные жизненные ситуации о других людях, превзнося себя в данной ситуации и подчеркнув, что они бы никогда не попали в такую ситуацию, что они достаточно мудры. Они никогда не будут выходить за зону их комфорта. Если они считают, что гости должны ехать к ним, значит гости должны ехать к ним. И их не волнует тот момент, что у кого-то, возможно, на сегодня свои планы, что кто-то что-то запланировал по-другому.
Если такой человек поедет на отдых, они даже увидев самые красивые места, будут повторять всем вокруг, что вот там, где они где-то были, или это дома, что это лучше, виды лучше, архитектура лучше, условия жизни. Даже если на самом деле это будет совсем не так. Они делают это специально, они стараются испортить все прекрасное, что находится вокруг них, так как их темная душа не воспринимает то, что доставляет в действительности удовольствие. Они не умеют его видеть, кроме того, что сами придумали, приумножили, создали в своей голове, в своих мыслях. Попробовав что-то вкусное в гостях, они обязательно добавят, что могут сделать намного лучше. Эти люди любят много жаловаться. Им нравится повторять то, что в их жизни все не так, что Вселенная их просто не полюбила, а они все-таки достойны другого, достойны, чтобы их любили всей душой и сердцем. Часто такая категория людей жалуются своим детям, стараясь подчеркнуть, что они их недооценивают, не носят на руках, не балуют, так как им бы хотелось, ставя их в неловкое положение, что, конечно же, в результате приводит к их выгоде. Они любят жалеться на руководителей, хотя могут просидеть на работе и ничего не делать. Их не волнуют никакие факторы, которые способны влиять на их жизнь со стороны. Они считают, что им все просто обязаны за то, что они появились в их жизни. Негативный человек в какой-то момент может похвалить вас, сказав, что вы, например, молодец, что вы красивы, что вы умный, и при этом в конце обязательно добавить слово «но», обижая вас. Они делают это специально. И не думайте, что у данного человека так получается просто потому, что он не подумал или не просчитал. Все совсем наоборот. Все обидные фразы, выражения, действия сказаны специально и со злом. Они могут подчеркнуть вам, что вы недостаточно умны, недостаточно хороши в том, что вы делаете, недостаточно целеустремлены и так далее, и так далее. От их присутствия будет появляться много негатива. По-другому в их жизни никогда не будет. Они также слишком и самоуверены в себе. Они любят хвалить только себя, превозносить выше других людей. Хотя на самом деле, если посмотреть на их жизнь, внешность, в ней нет ничего такого, с чем бы стоило так носиться. Заурядные люди в большинстве совсем непривлекательной внешности. Если они будут чувствовать то, что они хуже вас, ниже по сословию, это будет видно по их лицу. Колкости таки будут сыпаться от них. Негативные люди не умеют испытывать чувство радости, успеха, любви, они зацикливаются на чем-то одном и больше ничего их не интересует. В основном все темы таких людей сводятся к деньгам. Людей они делят на хороших и плохих только потому, что кто-то дарит им какие-то подарки. Если подарки особенно дорогие, значит и человек хороший, достоин, как говорится, их общения. А если подарок куплен на средний бюджет, значит их оценили не по достоинству, и человек, подаривший такой подарок, попадет в категорию неугодных на этот раз людей. Но что самое интересное, что категории будут меняться в связи со следующими подарками, покупками или вниманием. Негативных людей можно без раздумий приравнять к людям энергетическим вампирам. Они также будут всячески стараться сделать все, чтобы вы в их присутствии чувствовали себя униженным. Будут отбирать вашу жизненную силу, высасывать ваши положительные энергии, стараться концентрировать ваше внимание только на себе, делать так, чтобы вы всячески старались им услужить и угодить. А видя, что вы поддаетесь, слабеете, будут стараться еще больше руководить вашей жизнью. Поэтому, если вы увидели, что в вашей жизни присутствует такой человек, ни в коем случае никогда не позволяйте ему руководить собой, указывать вам, что делать, как жить, держите его на расстоянии или вообще за чертой своей жизни. Укажите негативному человеку сразу на его место, так как если он увидит, что может руководить вашей жизнью, изменить уже ничего у вас не получится. Так и будете терпеть это негативное поведение, которое будет приносить вам один только вред. Не забывайте, что только вы должны руководить своей жизнью и больше никто другой, иначе вы не сможете жить в свое удовольствие и использовать то, что готова подарить вам Вселенная. Помните о том, что такие люди будут стараться всеми своими силами сделать так, чтобы у вас забирать эту жизненно важную энергию. Иногда они делают это неосознанно, иногда это осознанно, даже так, что бывают ваши близкие родные люди, они пытаются влезть в вашу жизнь, что-то испортить, потому что они так
считает. Но вы должны помнить о том, что вы творец, что вы создатель своей жизни, вы архитектор, и вы, как вы считаете, так вы и поступаете. Даже если кому-то не нравится. Вы представляете, сколько людей живет в мире, и если, представляете бы, один человек делал, а все остальные, которые жили на планете, его осуждали и так далее, и так далее. Поэтому никогда не смотрите на таких людей, особенно негативных. Да, у нас всегда в любом окружении есть люди авторитетные, которые мы пытаемся их услышать, что они говорят, какие дают мысли, слова и так далее. Но вы это должны чувствовать именно на уровне интуиции. Помните об этих правилах и старайтесь держаться от таких людей. А если они есть в вашем окружении, то надевайте на себя золотой щит, и таким образом вы сможете защититься. Помните о том, что если такие люди, они видят, что они не могут от вас подпитаться, не могут взять в вас эту энергию, вы им становитесь просто неинтересны, они вас просто на все не будут трогать, потому что они на подсознательном уровне, возможно, даже это неосознанно, они не понимают, потому что они чувствуют, что с вами им некомфортно, нехорошо, или не могут качать энергию, и тогда они просто-навсего исчезают из вашей жизни. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.